как вам прийти к тому, чтобы получать вероятность отработки в сделке 60-80%. Как входить в наиболее вероятные сигналы и как находить точки для атаки, для открытия позиции. И первое, когда мы это делали, первое, что мы сделали, прежде чем выпускать какую-то программу обучения, какую-то стратегию, какую-то систему, какие-то сигналы, вот в частности, если возьмете сигналы слабой вершины, разворотной вершины, сложной слабой вершины, это сигналы, которые обладают вероятностью отработки до 80%, и самые сильные паттерны, которые работают и на разворот, и в коррекциях, и по тренду, и во флете. Опять же таки, если по итогам этого тренинга вы поймете, что для вас этот процесс, который сейчас я опишу, достаточно трудоемкий, то вы смело можете пройти под этим видео и заказать стратегию торговли по этим паттернам. Но прежде обязательно попробуйте внедрить то, о чем сейчас я вам скажу. Самое главное, что вам необходимо на этом этапе сделать, это определиться, в каких условиях вы хотите находить точки для входа в рынок. По тренду, против тренда, во флете или во всех рыночных условиях. Но давайте для упрощения возьмем какую-нибудь одну рыночную ситуацию, самую распространенную. Давайте возьмем торговлю на коррекциях. То есть как определить лучшие точки входа в торговле на коррекциях. Давайте будем сокращать: на коррекциях. Как определить лучшую точку входа на коррекциях? Взять, это прямо я вам даю пошаговую инструкцию, как мы это делаем. Взять 50-60 коррекций, 50-60 идеальных ситуаций, где цена корректировалась, будем сокращать, корректировалась на 60-70% от импульса, и отрабатывалась до первой цели. Взять 50-60 ситуаций, коррекций, где цена корректировалась на 60-70% от импульса и отрабатывалась до тейк-профита. Что мы будем считать тейк-профитом? И что мы будем считать отработанной коррекцией, да, отработанным сигналом? Вот у нас есть импульс, у нас есть коррекция 60-70%, например, вот сюда. Мы сейчас не думаем о сигналах, ни о чем не думаем. И видим, что цена отработала до первой цели. Вот наш первый ТП, основная зона фиксации прибыли, объективная, то есть предыдущий максимум, если это вниз, да, получается предыдущий минимум, то есть цена скорректировалась на 60-70% и по какой-то причине упала, дошла сюда. Вот мы берем 50-60 таких ситуаций и начинаем внимательно смотреть, когда цена после импульса входила в зону 60-70% и доходила сюда. Что, вот здесь самый главный момент, коллеги, если вы внедрите то, о чем я сейчас говорю, сразу же, то первые результаты вам гарантированы, положительный результат и понимание того, что вы делаете. Вот смотрите, допустим, рынок скорректировался, вы взяли 50-60 таких ситуаций, где он отработан, и где он везде отработан, нужно задать себе вопрос, что свойственно рынку, что делала цена, какие паттерны price action, давайте вот это запишем. То есть при идеальных условиях, мы знаем наши идеальные условия, это коррекция на 60-70% от импульсной волны, отработка до первого ТП. Все. Какие паттерны price action наблюдались, будем сокращать, наблюдались, да? Какие паттерны price action наблюдались при идеальных условиях? Понятно, да? То есть, еще раз, давайте возьмем в качестве примера вот здесь, допустим, смотрите, вот импульсная волна, вот коррекция. Да, 60-70%, здесь четкая коррекция. И отработка до первой цели. Ага, вот наш шаблон. Все, мы берем вот эту ситуацию и таких 50 ситуаций, когда цена корректировалась на 60-70% от последнего импульса. И анализируем 50-60 паттернов поведения вот здесь, в этой точке. То есть, что предшествовало? Это могут быть не только паттерны price action. Давайте запишем список того, на что можно обратить внимание в этой ситуации. Да? То есть это могут быть паттерны price action. Это могут быть Fibonacci паттерны. Да, давайте я все варианты запишу. Fibonacci паттерны. Fib паттерны. Да. Это могут быть опережающие паттерны. В частности, система опережающий трейдер. Опережающие паттерны. Это могут быть индикаторы какие-то, да, какие-то стрелочные сигналы, индикаторы, давайте обобщим.
Либо вы их можете взять просто и объединить. Допустим, вот в этой точке сошлось там price action плюс индикатор, либо price action плюс опережающий паттерн, либо price action плюс Fibonacci. Ну, к примеру, понимаете, да? И я еще раз хочу подчеркнуть, это очень мощный способ. Более того, когда вы будете вот эти 50 ситуаций пропускать через себя, вы будете запоминать эти ситуации. То есть они вам будут знакомы, вам будет гораздо легче торговать в реальных рыночных условиях. Мы можем то же самое сделать в рамках торговли на пробой, в рамках торговли на разворот. 50-60 ситуаций, и что их объединяет, то есть 50-60 ситуаций, что их объединяет, что общего, да, что общего между этими ситуациями. Например, что общего между разворотами. Чаще всего перед разворотом я вижу стрелочный сигнал TC Sell. Это определенная закономерность, определенный паттерн. Чаще всего перед разворотом я вижу сигнал слабая вершина, либо разворотная вершина. И чаще всего все это происходит у ключевого уровня. То есть у меня уже есть вот эта модель, да, которая позволяет мне уверенно торговать, имея высокую вероятность отработки. То есть, что свойственно рынку, когда он разворачивается? Первое, да, допустим, SS1, то есть мы уже начинаем это объединять в силу сигнала. То есть, с чего начали, да, и посмотрите, к чему мы приходим, к структуре конкретной четкой последовательности, конкретной четкой организованной торговли. Сила сигнала номер 1 – уровень. Сила сигнала номер 2, опять же, что общего от уровня, что у уровня происходит. Чаще всего я вижу стрелочный сигнал на sell, TC Sell, допустим, да, или TC Buy, если это уровень поддержки. Дальше SS3, что чаще всего там я вижу на графике? Я вижу чаще всего разворотный сигнал слабую вершину, либо разворотную вершину. То есть один из паттернов price action. Паттерн price action. Все. Но откуда я вот это все знаю? Потому что я взял 50-60 минимум. Опять же, конечно, можно больше. Но это тот ориентир, да, то количество идеальных ситуаций, которые нужно проанализировать, чтобы понять, насколько то, что вы хотите использовать, вообще имеет право на существование, оно может работать. И когда вы найдете вот эту закономерность поведения цены, будь то во флете, будь то на коррекции, будь то на пробое, будь то, не знаю, там, в моментуме, либо контртренда, неважно. Вы вычлените паттерны конкретные, которые свойственны вот этой, либо этой рыночной ситуации. И можете смело эти паттерны использовать для входа в рынок и ставить за ними, смело за этими паттернами стоп-лоссы. То есть вы будете понимать, ага, 50-60 сделок, 50-60 ситуаций, в которых появлялся такой-то, такой-то паттерн, цена реагировала, ага, значит я могу поставить стоп за паттерном. Или там какие-то еще дополнительные критерии создать для стоп-лосса. Ну, если там уже дальше рассматривать глубже. Но, как правило, достаточно вот этой модели. Почему? Потому что все наши основные стоп-лоссы, они уходят за уровень, да, и за паттерн. Если мы торгуем пробоев в сильном тренде, то просто за паттерн, потому что, как правило, там уровней никаких нет, просто, да, вот рынок вот так параболически растет вверх, и мы здесь ищем какие-то точки для атаки по этому тренду. То есть разные, еще раз подчеркну, паттерны, комбинации в зависимости от состояния рынка. Если этот способ для вас кажется достаточно трудоемким, то прямо под этим видео проходите, заказывайте стратегию торговли по паттернам технического анализа, таким как слабые разворотные, сложные слабые вершины, и используйте любые рыночные ситуации для капитализации и наращивания своего депозита. Всего доброго и до встречи. Пока.